Самый красивый закатный свет, конечно, всегда осенью. Эти краски просто невероятные. Мы тут гуляем. Просто чудесно. Хотя на самом деле довольно прохладно. Прям у меня ручки замерзли. Я не любила тепло и теплую погоду. Конечно, все равно смена сезонов это уникально красиво и здорово, что можно за этим тоже наблюдать. Мы все вместе за мостиком. Насколько ее хватит. Оня! Все? Все? Бублик. Такая белая, что камера на ней не фокусируется. Это мы приехали на прогулку, и наша машина стоит где-то... Так, что-то я не понимаю. Вот здесь. Это мы сделали вот такой вот круг. Ну, тут, конечно, на камере не совсем понятно, но это довольно далеко. И нам еще тоже так далеко идти. И, конечно, наша прогулка минут через 10 закончится, и мы довезем. Я не знаю, сколько мы гуляем, наверное, около 2 часов. У меня здесь халвичный латте. Я теперь всегда прошу, если в кофейне, чтобы мне делали половинку от нормы кофе, и я вообще его не ощущаю. У меня просто такой вкусное теплое молочко с таким легким оттенком из кофе. И шуршащие листики. Бонечка просто цвета черного. Манюня, пошурши в листочках. Классно шуршать, да? Ну, как чипсы точно. Так, тут Бонькины мокрые лапки. Только что вернулись с прогулки, забирали заказы с Wildberries из AliExpress. Кое-что, представляете, за 16 дней пришло. Это очень быстро. По чуть-чуть с вами будем забирать, что я там поназаказывала, и будем открывать. И здесь у меня маленькая сумочка. Я хочу быстрее начать именно с нее. Она прям хорошо упакована. Я еще не видела. О, вау, какая красотка, смотрите, это такая малышка, ну, в стиле Шанель, никаких логотипов, ничего такого, у Шанель нет такой сумочки. Ну, конечно, очень такая похожая форма, похожее исполнение, понятное дело, но все бренды вдохновляются люксом, это абсолютно нормально. Сейчас очень-очень актуальны такие мини-сумочки, малышки, в которые просто ничего не положишь. Понятное дело, что телефон сюда не поместится. Какие-нибудь, не знаю, там ключи, пудра, зеркальце. Кстати, интересно, попробуем что-нибудь заполнить потом. Я покажу, что помещается. И здорово, что положили такой вот пакет, чтобы она не помялась. Очень красивая цепочка, то есть кроссбоди, носить ее. Потом покажу, как она смотрится на мне. В общем, за свою цену просто невероятная. Правда, как такой дополнительный аксессуар. По качеству ничего придумывать не буду. Обычный, как масс-маркет, как какая-нибудь Zara. Вот абсолютно то же самое. В общем, естественно, эта сумка каждый день ее не поносишь, но для определенного образа будет очень здорово. Вот ради интереса в этом же видео потом попробуем ее заполнить, что сюда поместится. Все остальное у меня Wildberries. И здесь, наверное, свеча. О, да. О боже, я открыла прям такой аромат ветивера. Я не очень люблю ветивер, но почему-то заказала его. Там просто, наверное, из того, что было, мне понравился больше всего. В общем, я решила по возможности покупать не парафиновые свечи, но просто, знаете, очень часто в какой-нибудь Zara Home там, или где угодно в масс-маркете обычно свечи очень красивые, у них такие упаковки, и просто как декор даже хочется их купить, и они пахнут приятно и все такое, но на том же Wildberries можно купить в разы дешевле, и причем менее, скажем так, вредные. У кого свои заморочки, я не особо заморачиваюсь по этому поводу, но стараюсь все же задумываться, потому что я очень люблю свечи, я очень часто их жгу. Вот, и здесь такая вот симпатичная свеча. Она не очень большая, не очень маленькая, и здесь сразу 3 фитилька. Ну, аромат, кстати, прекрасный. Нормально пахнет ветивер. Я не фанат, но он такой неяркий. Вот, кстати, тоже. Такие свечи ароматные заменяют просто какие-то диффузоры для дома. И можно просто поставить в центр комнаты. Это красиво, когда она даже не горит. Все равно такой легкий аромат есть. Я, по крайней мере, его ощущаю. Так что заменю вот эту вот свечу
Поставлю вот эту. Буду ее жечь. Хотя, конечно, это, кстати, я вам говорила, что это синсей, но, по-моему, я покупала ее в Пепко. Пепко в магазин в Польше, по-моему, не знаю насчет всей Европы, но в Польше он точно есть во всех городах. Вот. Так она смотрится. Это как-то поэффектнее смотрелось побольше, потому что, ну, неважно. Я думаю, что все знают колготки Конте, кто из Беларуси, 100%, хотя мне кажется, что они уже такие известные, что просто все их знают. Это наш белорусский бренд, у них хорошие колготки, я постоянно их ношу. Хотя мне очень нравится, конечно, Кальцедония, Тезенис или Тенезис, я постоянно путаю, но неважно. Конечно, у них тоже очень классные колготки. Ну, в общем, я второй раз беру вот такие. Это прям шоколадный цвет, вот они прям коричневые. Если кому-то нужно, тоже оставляю. Дальше, для своей зелени. У меня постоянно проблемы, что портится зелень, и я решила, что нужно это исправить, потому что вот в такой штуке она может храниться 2 недели. Потому что я, знаете, обычно покупаю сразу много этой зелени, и очень часто все равно она выбрасывается. Хотя я ем каждый день очень много, но вот что-то портится. Короче, попробую. Отзывы очень хорошие, много у кого тоже видела раньше такие штучки. Они бывают разных размеров. Вот, например, для мяты можно брать на пол-литра, но я взяла на литр. Она такая не очень большая. Посмотрим. Сюда вот заливается водичка. Вот так вот она открывается. Вы сюда перекладываете зелень и потом в этот вот контейнер с водичкой вставляете. Короче, схема простая, понятная. Дальше. Для Бонечки заказала такой вот маленький пледик, специально маленький, для того, чтобы положить его в машину. Потому что сейчас уже лапки не просто в песке, если что, а они часто мокрые. И знаете, в машину, чтобы она нас не пачкала, нашу одежду, чтобы он постоянно лежал, такой пледик, потому что его, конечно, постирать гораздо проще, чем, например, сиденье в автомобиле. Ну или, например, если мы там куда-то зайдем с грязными лапками в какое-то заведение, да, чтобы тоже положить. Последнее на сегодня, но не последнее в этом влоге, потому что я еще что-то жду. Смотрите, боже, как красиво. Они еще и открытки положили, какие молодцы. Сейчас очень популярны такие вот салфетки. Какая просто шикарная картинка, правда? Очень красиво. Ой, и письмо. Вот эти все детали. Ну, такие молодцы. Очень круто. И упакованы красиво. В общем, такие есть салфетки для сервировки. Вот очень красиво будут смотреться на столе. Они бывают еще прямоугольные, но вот у меня вот такие кругленькие. Видите, как и здесь? Здесь получается 2 тарелочки и такая салфетка. Очень-очень красиво. Я решила, что мне тоже такие нужны. Здесь у меня только 2 штучки. Сейчас я это все отклею. Диаметр у них 38 миллиметров. Вообще красота. Когда хочется что-нибудь вот такое украсить свой обед. Так, положила просто, что видела. Неважно. Значит, блеск помещается в наушники. Если вдруг вы с собой носите, ну вот примерный размер. Самая важная вещь — накладка на унитаз. Не смейте, девочки, постоянно вам советую, если вы посещаете такие места вне дома, это просто один раз попробуйте, и все, не сможете по-другому. Пудра. Кисточка даже для пудры. В маленькую сумочку. Крабик. Еще поместятся ключи без ключницы, какие-то там карты, деньги без кошелька. Ну, в общем, в целом нормальный набор, знаете ли. Не то чтобы это все, без чего я не выхожу, но просто хотелось вам показать, насколько она вместительная. Как дополнение еще можем положить вон масло для кутикулы. Просто кладу, что вижу. Вон какие-то духи и еще одну помадку, и в целом вот все в порядке, все закроется. Короче, размер хороший. И очень мне нравится цвет фурнитуры. В общем, Алиэкспресс, спасибо, что ты есть. Правда, на самом деле, если не можешь заснуть, то на Алиэкспресс можно столько всего найти. Действительно, я что-то забыла про него, давно ничего не заказывала, а тут как-то у меня прям Остапа понесло, знаете. Короче, жду шубу. Я вам показывала еще в прошлом году, что хотела в Заре купить, но постоянно я не успевала. И в этот раз решила заказать на Алиэкспресс, чтобы не вылавливать, потому что это все то же самое абсолютно. Ну, по крайней мере, там про шубу я точно знаю, что с ней все в порядке. Так что ждем, девочки. Все буду показывать. Так, я тут в домашнем аутфите, не обращайте внимания, показываю вам зеркало, которое я заказала на Озоне. Оно довольно высокое, широкое. Я оставлю вам артикул на Озон.
Кстати, вы тоже постоянно спрашиваете про этот кардиган. К сожалению, его уже не купить там, где я покупала. Он у меня такой очень старый. Классная рама, такая совсем тонкая, белого цвета. По-моему, бывает еще черная рама и золотая. Ну, для этой квартиры, конечно, белая такая максимально нейтральная. И я пока не решила, где она будет стоять, потому что здесь мне оно не очень нравится, но посмотрим. Вообще, конечно, для моей работы оно очень удобно что-то вам показать. Я снимаю для всех соцсетей, вот, поэтому мне, конечно, оно часто нужно, такое, знаете, переносное. Вот, так что мне очень понравилось, все с ним хорошо. Я его уже таскала, поэтому на таких плямочках. Вот, но в целом прекрасное. Вообще никаких нареканий, оно сразу сборное. Оно сзади выглядит вот так. Видите? То есть его можно высоту подрегулировать вот этой вот штучкой. То все наши примерочки новые будут в этом зеркале. Конечно, со светом сейчас просто такая беда. Просто каждый день такая темнота, вы посмотрите. Разгар дня. Ну, эта камера еще немножко светлее делает, но вообще дома вот так темно. Хотя, повторюсь, на камере сильно светлее. Я так не люблю эту темноту, блин. А на кухне у меня красивые цветочки от мужа. Вы знаете, что я очень люблю свежие цветы, стараюсь, чтобы они у нас были дома абсолютно всегда. Такое сразу весеннее, хорошее настроение. Для меня прям очень важно. Привет! Новый день. Wildberries. Боже, девочки, это просто какой-то кошмар. Меня уже раздражает. Я постоянно там что-то хочу купить, но это реально очень удобно, потому что можно купить просто все. Я покупаю и для дома, и какую-то одежду. Например, Зарина, да? Да, мне кажется, сейчас у всех пункт выдачи просто около дома или в доме, не дай бог. Потому что это вообще... Ну, хотя... Мне идти тоже буквально 2 минуты, и в любую погоду, в любое настроение заказ пришел, все. План на день обязательно стоит на Wildberries. У меня закончились мои полотенца. Я вам уже их показывала 1000 раз. Я покупаю абсолютно любые, не так это важно. Заказываю на Wildberries хлопковое полотенце для лица. Я, сколько себя помню, в сознательном возрасте вытираю лицо только бумажными полотенцами одноразовыми, да. Но вот, по-моему, где-то около года назад, может быть, даже уже больше, я использую вот такие вот хлопковые полотенца. Это гораздо приятнее, ну, мне, по крайней мере, больше нравится, чем обычная бумажная. Попробуйте, это недорого. Я покупаю, например, 3 такие упаковки, там 20 с чем-то рублей. Нужна вообще одна штучка для того, чтобы протереть лицо. То есть, когда ты берешь салфетки, ты берешь сразу несколько, да, бумажные, да, чтобы хорошо протереть. А тут они такие довольно плотные, очень хорошо впитывают. И ты протер лицо, и раковину, и все сместители, просто все. Как обычно, короче, очень классно, рекомендую. Дальше. Заказала вот такую вот зажигалку. Я люблю свечи, я обычно использую спички, но зажигалка тоже очень удобна. Она такая, кстати, были разные красивые цвета, я взяла белую, ее можно зарядить. Прикольно, да? Как это работает? О! Вот так что-то включается. Как это? Боже. Это, наверное, не для свечей, тут нет огня. Нет! Я в шоке. Я просто это как пещерный человек. Ну, просто я думала, что будет огонь, видите, огня нет. Булочка. Булочка. Тебе интересно, да? Короче, это очень прикольно. Потому что, ну, я просто такого не видела. Класс. Ну, я думала, что будет огонь, но нет. Бонни очень интересно. И, короче, я так понимаю, что просто выключить, и тогда она не будет работать. В общем, классная находка. Свечи. Я уже вчера жгла. Кстати, очень такой приятный аромат. И последняя покупка. У Luxe Visage вышел новый оттенок тинта. Я обожаю тинты. У Luxe Visage просто 100 из 10. У Рилуи тоже 100 из 10 по стойкости. Но у Рилуи все такие очень красноватые оттенки.
у Luxe Visage побольше палитра. И сейчас у них вышел новый, уже просто невероятно популярный, у меня весь ТикТок в этих тинтах. Они еще даже не поступили во все магазины, но на Wildberries есть, и в некоторых магазинах я там тоже видела в интернете, что уже поступили. В оттенке 08 трюфель. Я завтра буду делать макияж утром и постараюсь не забыть. О, какой цвет! Ну, запах, как обычно, приятный очень. Какой бы там оттенок ни был, они все равно такие красноватые. Но теперь все чаще научились делать какие-то немножечко подкоричневое что-то. И вот, о боже, какой красивый, сейчас покажу. И как раз-таки 08, один из таких оттенков, он сразу стал невероятно популярным. И тут реально я не сказала бы, что он прям красный. Тинт я никогда не наношу полностью на все губы. Я использую тонкую плоскую кисть. Завтра покажу вам. Только по контуру, растушевывая к центру и потом наверх блеск. Очень красивый оттенок. Тинты — это просто моя любовь. Это, знаете, такой сразу эффект зацелованных губ или что-то похожее, не знаю, как татуаж делают, знаете, такой в легкой технике, и наверх вот блеска. Вот примерно такой эффект. Это очень стойко. Я ненавижу обновлять макияж губ в течение дня. То есть блеск мне нанести несложно, но вот этот красивый оттенок мне очень нравится. И, естественно, никаких четких линий, никакого контура нет, как от карандаша. Я человек блеска, я очень люблю блески. И мне, конечно, этот эффект очень нравится. Так что завтра накрасимся. Вижу, что оттенок просто обалденный, и это точно станет моим фаворитом. Ну и, конечно же, все, его уже... Все, он застыл, его просто ничем не сотрешь. Ведь я тут просто тру со всей силы. Очень стойко. Так, а еще хочу показать вам коробочку от бренда Pussy. Они мне прислали свой подарок, и что, девочки, на всю коробку пахнет это вообще гель для душа в формате пенки, но у них бывает еще такое мыло. Просто потрясающий нишевый аромат. Я буду использовать его как мыло для рук, потому что я не очень люблю пенку для душа в таком формате, я люблю свои пенки от Rituals. Но вот мыло ароматное я обожаю, и у него действительно такой в самом хорошем смысле дорогой аромат. Вот прям интересно мне скорее его открыть, но у меня, знаете, такой запас из моего тоже мыла, но вот следующее точно будет оно. Дальше тоже запах, вот просто не открыла я еще баночку эту, но он так пахнет, этот крем. Мне, кстати, очень нравятся такие форматы. Я тоже в Золотом Яблоке покупала подобную баночку на Саул какой-то корейский, тоже очень приятный, ароматный. Но вот этот тоже прям суперский для сумочки, он тоже такой тактильно приятный. Я слышала много классных отзывов про скрабы от Pussy. Тоже открыла аромат. Я так люблю все вкусное, что хочется съесть. Что тоже буду пробовать. И здесь у меня еще тоник и мицеллярная вода. Я слышала, что эта мицеллярная вода обалденно снимает макияж с глаз, так что тоже с удовольствием попробую. И у нее такая классная, удобная помпа, да, то есть ватный диск, и так чик-чик, не нужно ничего открывать. Ну и гель для бровей. Я, как только он вышел, сразу себе его покупала. Новый, такой более фиксирующий, с розовой крышкой тоже покупала. Но мне кажется, его уже все знают, он правда классный. Так что решила вам тоже показать такой маленький обзорчик моих новиночек. Самая нежная собачка на свете ко мне пришла. Она такая девочка неженка, ей надо постоянно быть рядышком. Она любит прижиматься. Мой клубочек. Любит на ручках сидеть. Моя собака любимая. Я тебя люблю. Спасибо, что ты есть, моя любимая. Животик такой приятный. Вот такая девочка. Гуляется, отдыхает на мне. Булочка, нежный цветочек ты. Я тебя люблю. Носик мой мокрый. Открыла окошко, потому что очень жарко в верхней одежде дома. Но, надеюсь, нам это не помешает. Я вам уже показывала эту дубленку на примерке в позапрошлом влоге, когда выбирала пальто. Мне она очень понравилась, я решила за ней вернуться, потому что очень красивый цвет. Я ее видела с каким-то трикотажным костюмом. Такой светлый, красивый образ. Это магазин Элема. Несколько лет покупают им верхнюю одежду. Никогда я с ними не сотрудничала, и никогда они мне даже спасибо не сказали за ответки. Я не жалуюсь, но, знаете, просто я во влогах на YouTube вам показываю абсолютно все распаковки, все, что покупаю за свои деньги, и просто это мои всегда чистые такие рекомендации, потому что мне не жалко. Но в Инстаграме мне тоже, вы знаете, под какими-то рилсами там постоянно спрашивают, и в сторис спрашивают, я просто физически не могу всем ответить.
Стараюсь дублировать в Telegram какие-то свои аутфиты с отметками, да. Но, девочки, признаюсь, это такое неблагодарное дело. Я ничего не жду взамен, клянусь. Мне никакие там не нужны подарки. Я вообще не тот человек. Я никогда ни у кого ничего не выпрашиваю, никогда никому там не пишу, не прошу. Я все покупаю за свои деньги. Если кто-то там хочет мне что-то подарить, то я тоже всегда очень-очень осторожна. Вы даже себе не представляете, насколько, потому что я такой человек, да, потом чувствую, что я что-то должна. Поэтому, мне действительно с этим сложно, поэтому я во все, не знаю, салоны, на все процедуры я хожу сама, я оплачиваю их полностью сама, потому что я очень не люблю быть кому-то вот что-то должной, и, там даже банально, почему я не хожу в какие-то салоны рекламы, да, потому что я хочу прийти сделать маникюр и посидеть час в тишине, не в телефоне, не думать о том, что мне надо его там снять, что-то показать, отметить, красиво сидеть там, знаете, вот это работа, которую я делаю каждый день и так, и просто когда я прихожу на маникюр, мне хочется ни с кем не разговаривать, ничего не снимать и смотреть какой-нибудь сериал, который идет там в салоне, как правило, какой-нибудь немножечко дурацкий, но в этом весь вайб такой особый, так что немножко вот поныло. Правда, Элему отмечаю просто миллион раз, они никогда не написали мне даже спасибо в сторис. Неприятно, если честно. Но я их очень люблю, правда. Очень они красивые. Они не должны мне этого писать. Нет, Просто, знаете, так часто спрашивают, и знаю, что девочки покупают, поэтому я была бы благодарна благодарности словесной, мне больше ничего не нужно. Вот, ладно. Очень мне понравилась эта дубленка. Я такой нытик иногда, знаете, хотя я вообще человек не нытик. Нет. Но просто вы мои подружки. Слушайте, девочки, пожалуйста. Я шучу, если что. Боже, мне уже так жарко. Короче, понравилась она мне. Правда, классная. Пальто обалденное, коричневое. Это и серое, шикарно. Сейчас еще раз покажу вам пальто. Потому что так подробно, когда купила, уже не показывала. И вот эта дубленка. Тоже очень-очень красивая. Вот моя овечка, такая длинная, которая, помните, она у меня уже 2 года, тоже прекрасная, шикарная. Я ее стираю просто в машинке, и все с ней супер. Ставлю картинку. Вот. И костюмчик на мне Зарина. Девочки, я извиняюсь, я его с полки достала, не гладила, не отпаривала, потому что сейчас обратно его и положу. Честно, немножечко ленюсь. Потому что я все равно буквально на 5 минут это надела, и я трикотажные вещи храню не на вешалке, а на полке, потому что он тянется. Кстати, костюм Зарина, после стирки все с ним хорошо, нормально. Мне нравится, я очень люблю трикотажные костюмы. Но вот второй, который другой по цвету, тоже из Зарины, такой коричневый, он мне нравится больше. К сожалению, почему-то так бывает. Я сама на своей шкуре это ощущаю, что ты заказываешь, допустим, там ткань или даже с какими-то поставщиками, давно все белорусское производство, одна и та же одежда в разных цветах, из одинаковой ткани, но разных цветов, может по-разному себя вести, к сожалению. У нее будет одинаковый состав, все одинаковое, но, к сожалению, какая-то там может больше тянуться, или какая-то там, не знаю, садиться больше. В общем, от чего это зависит, непонятно. Все одинаковое, все один в один, но вот этот оттенок отличается. Также и с этим костюмом из Зарины. Вот с коричневый вообще просто идеальное качество. Пока что, не знаю, я не ношу так часто, но вот, знаете, по первым впечатлениям он почему-то получше, чем вот этот вот молочный, хотя молочный я очень люблю. И здесь у меня немножечко сели брюки, и я этому безумно рада. После стирки сели, я стирала на 30 градусах, не сушила в сушке. И я рада, что они сели, потому что они были мне очень длинными. Я так подворачивала в 2 раза на талии, чтобы они не пачкались при ходьбе. А вот сейчас просто идеальная длина. Эта дубленочка классно смотрится, по-моему, такой вот у меня зимний лучок. Какую-нибудь шапочку светлую. И супер, все снимаю, потому что не могу, так жарко. И пальто. К сожалению, камера не совсем правильно передает цвет. В жизни он такой более глубокий. Очень красивый цвет. Оно такое ворсистое. Тоже Элема. Идеальный состав. Здесь шерсть и альпака. А подкладка из вискозы. Вообще шикарная. Ну, такое прямого кроя, свободное, но в меру. На мне самый маленький размер. И круто, что есть ростовка. У меня рост 164, еще есть на 170, по-моему, рост. Ну, чуть подлиннее. Я, кстати, вам показывала 2 влога назад. Там еще черный и серый цвет просто шикарный, но я хотела вот коричневое. И оно без пояса, и так классно смотрится вообще с любой одеждой. И с каблуком классно смотрится, и с кедами, и с джинсами, и с трикотажными костюмами, и с юбками, и с колготками. Короче, очень-очень классная.
находка. Вообще, если интересно, могу в следующем влоге сделать вам вставочку и показать всю свою верхнюю одежду, которую я оставила, которую я планирую носить осенью и зимой. На самом деле, часто зимой, когда там, допустим, 0 градусов, я могу пойти в пальто, особенно если на машине. Что-то такое прям уже теплое-теплое, ну, когда минус 20. Я признаю, что я очень редко хожу пешком в минус 20, мне как бы... Поэтому часто какая-то осенняя одежда, я ее ношу, и верхняя, я ее ношу и зимой. Ну, смотря сколько градусов, конечно же. Вот. Так что могу сделать вам отдельную вставочку. Не так много у меня всего осталось, но все равно достаточно. Но я обещала показать, как сумочка смотрится в образе. Я тут, если что, в шортах. Вообще, правда, такая классная сумка, девочки, ну просто, смотрите. Так классно смотрится с обычным жакетом или просто, например, джинсы и белая футболка, и жакет, и эта сумочка, какое-то маленькое черное платье, ну, короче, как-то классно смотрится, правда. И опять же, как я и говорила, можно носить ее как вторую сумочку. Вот, или, например, где-то в помещении можно ее, в принципе, не снимать, а использовать, знаете, как такой дополнительный аксессуар. Блин, знаете, бывает такое... Моешь волосы, и вот как-то они не ложатся. Вот у меня сегодня именно тот день. В общем, у меня такой Total Black look. На мне шерстяной такой лонг из Инканта, покупала в прошлом году. В этом году у них вышли новые цвета, очень красивый коричневый. Мы с Олей не можем выловить. Просто там, если берешь 2, то скидка 30% на второй. Вот, и мы хотим, чтобы она купила себе, и я, и нет размеров. Если не будет, то закажем на Ламоде, ничего страшного. Ну, в смысле, просто, что, знаете, скидка, она мне не горит, поэтому можно было бы взять, сэкономить немножко. Когда есть возможность, почему бы и да. Вот, так что очень красивый коричневый, очень красивый такой в цвете капучино, бежевый. Он такой очень-очень тоненький. На мне, кстати, бежевый лиф, я обычно с черным ношу. Тут просто так быстро одевалась, но вообще не видно. Он тонкий, даже такой скорее прозрачный, но бежевое белье вообще не видно под ним. Ну, не то чтобы прозрачный, но немножечко такой. Вот, он очень тоненький, но теплый, из-за того, что тут шерсть. Шорты на мне наши из Too Close. Еще есть пару штучек, мы их отшивали. И жакет тоже наш Too Close, обычный черный базовый. Ну, черный жакет найти не проблема. У нас, к сожалению, их больше нет, и мы не отшиваем, есть другие черные жакеты. А сапоги... Блин, девочки, только сейчас заметила, что Бонечка сходила в туалет на пеленке, и вы там, скорее всего, увидели желтую лужу. Простите. Сапоги на мне, по-моему, из Зары. Они уже такие старые, но мне очень нравится такая модель. Нужно заменить, потому что, если честно, уже их относила. Вот. Но пока не нашла подобные, буду носить их, потому что как бы не все так страшно и печально, но можно было бы обновить. Потому что черные сапоги — это такая база. Ну и мне нравятся эти шорты с жакетами, просто со свитерами и с такими более плотными колготками. Вот, но без каблука, потому что такие они сами по себе короткие, но они очень-очень такие свободные. Сумочка, конечно, тоже классно дополняет образ. Очень мне нравится. Там еще такие красивые цвета. Так что рекомендую Алиэкспресс. Надеюсь, что я в фокусе, потому что хочу, чтобы не только вы меня видели, но я себя тоже. Хочу показать вам, вместе попробовать, куда я ее делала, господи. Новый тинт от Luxe Visage в оттенке 08. Вот у меня есть шестерочка. Мне она нравится, но она красноватая. И вот этот вот трюфель, прям коричневый красивый цвет. Но я еще не нанесла румяна. Сейчас мы это исправим. Как обычно, когда хочу сделать какое-то бьюти-включение, у меня прыщи какие-то. Но я знаю почему, потому что я ввожу ретинол. И, мне говорил мой косметолог, что, скорее всего, все повылазит наружу, что у меня там сидело. Вот так оно и случилось. Пока только здесь, но будем смотреть, что дальше. То есть это первые месяцы абсолютно нормально, но я уже скоро иду и на чистку свою ежемесячную. Ну и пилинг. Сегодня у меня будет Кика Милана в оттенке 03. Мне кажется, оттенок можно было не назвать, потому что у них постоянно какие-то новые лимитированные коллекции, но цвета плюс-минус одинаковые. Я очень люблю кремовые продукты, особенно в холодное время года. Наношу сразу на кисть. Этой кистью я наносила тон сегодня.
И сейчас буду использовать ее для румян. Вообще румяна обожаю. Сразу такой какой-то здоровый вид у лица, а не просто белое полотно. Я уже вся такая белая. С кремовыми сложно переборщить, главное их хорошо растушевать. Все, больше ничего использовать не буду, не хочу никакие скульпторы, бронзеры. Хотя загар не помешал бы, и хайлайтер тоже не хочу. Я нанесла тон, накрасила ресницы. Я, как вам и говорила, беру тонкую плоскую кисть, она у меня уже просто не отмывается, потому что я всегда использую ее для тинта, и он уже настолько впитался, что просто невозможно ее сделать белой. Беру тонкую плоскую кисть, с аппликатора немножечко наношу на кисть, так, излишки сразу же убираю, и буду наносить по контуру, растушевывая к центру. На центр не наношу цвет, то есть просто чтобы у нас был такой переход. Такими, знаете, просто мазками, никаких четких линий, никаких границ. Тинт такое дело, что его лучше наслоить, если он будет такой неяркий. Так, очень красивый цвет, девочки. Вообще прекрасный цвет, никакой красноты. Но должна сказать, что у меня сам по себе цвет губ довольно яркий. Ну, не прям бледный, поэтому, конечно, у каждого из нас будет по-разному. Как и любой продукт на губах. То есть вообще визуально никаких границ у меня нет. Все так очень... Естественно, в целом можно оставить просто вот так. Но мне нравится, видите, то есть по центру у меня вообще нет никакого цвета. Но мне нравится нанести блеск, потому что я человек блеск. И сегодня у меня будет даже такой не блеск, а масло от Dior в оттенке 012. Сейчас тоже вам поближе покажу. Можно было даже что-нибудь такое более светлое нанести. Ну, блески у меня всегда практически полупрозрачные. Довольно ярко, но мне нравится. Можно было использовать какой-то такой более светлый блеск. Несмотря на то, что они у меня полупрозрачные, все равно оттеночек есть. Можно было использовать 0,6 кика в следующий раз, чтобы было чуть менее ярко. Но в целом мне нравится, но это точно будет стойко. Пудра. Пудра у меня сегодня Laura Mercier. Рассыпчатая. У меня жирный тип кожи, поэтому для меня припудриться обязательно. Блин, эти прыщи. Не было, и вот. Ну и все. Сейчас я покажу вам поближе и продукты, которые использовала, и губы. Я католик, и у нас 1 числа, ну, у нас, к сожалению, 1 не получится, потому что Саша мой там работает в Лиде, я тут в Минске, завтра поедем, ничего страшного. У нас все святые. Это когда нужно идти на кладбище, к своим близким. В общем, вы понимаете. Так что завтра мы тоже поедем. И так как меня завтра не будет, сегодня миллион дел. Вот такие губки, очень красивый цвет. Прям коричневый. Так что рекомендую. Вот тон. Сейчас один из моих самых любимых. Вы знаете, что у меня большая коллекция, но вот в последнее время использую его. Очень нравится. У меня в оттенке 2N, нейтральный. Красиво выглядит на коже и очень-очень стойкий. И вот его упаковка. На камере, наверное, покажется, что он черный, но он такой темно-темно-синий. Это вообще один из самых популярных тонов у Dior. И я обожаю их консилер тоже. Вот такой же. Кстати, сейчас покажу. У меня он тоже есть. Но у меня 2,5 оттенок консилер. Он, кстати, довольно темный. Он когда я загорелая только. Его хватает просто на миллион лет, но я его обожаю. Дальше. Румяна сегодня были Кика. Но опять же повторюсь, у них постоянно новые линейки. И
Лимитированные, я имею в виду. Поэтому, возможно, точно такого желтого вы не найдете уже. Это оттенок 03, но опять же, думаю, что это ни о чем не говорит. Очень люблю кремовые продукты, вот такой красивый оттенок. Решила сделать свотч, но думаю, что это не обязательно, потому что, конечно, на лице это выглядит по-другому. Но оттенок очень такой красивый. Мне кажется, что подойдет всем, плюс-минус. Такой нейтральный. Но опять же, его можно так растушевать. Конечно же, так никто не наносит. Масло для губ Dior. Очень люблю его, нравится больше, чем блески. Вот хочу в другом оттеночке еще взять. Хотя блески тоже люблю, это такая база у них. Классическая популярная упаковка, красивая. Вот он долго блестит на губах. Масло не растекается на губах, прям, знаете, так плотненько сидит. Хорошо увлажняет и красиво блестит, как блеск. То есть я не могу назвать его маслом, я постоянно называю его блеском, потому что это действительно как блеск. Пудра Laura Mercier, здесь огромный объем, хватает просто на миллион лет. Хорошая, как дома, ну для дома. С собой, конечно, брать ее неудобно, но вот я ее использую дома. Хорошо фиксирует тон, не утяжеляет. Просто пушистой кистью наношу и убирает жирный блеск. Ну и сам тинт. Оттенок 0,8. Прям очень его рекомендую. Если хочется что-нибудь такое вот прям уже коричневое. Из всех тинтов, а я пробовала их очень много, это действительно такой меньше всего отдает в красноту, поэтому Luxe Visage невероятные молодцы, круто. Спасибо, что создали такой классный оттенок. Я прям оценила, потому что я человек, который использует тинты вместо карандашей для губ. Так, девчонки, для вас прошла секунда, для меня просто полдня. А у меня выполнено, наверное, еще только 30% моих дел. Так что просто бешеное время. 16:32. Я заказала доставку продуктов и заказала еще себе в Е-доставке вафельницу. Это просто прикол. Я на самом деле как было. Там просто на Е-доставке от определенной суммы бесплатная доставка. И мне не хватало там, наверное, рублей 10, да? Я думаю, ну что еще заказать? Что лазила, увидела, что есть вафельница. А я хотела вафельницу. Конечно, она стоит не 10 рублей, а 165, но не важно. Короче, решила заказать. А вообще я люблю вафли, и их же можно делать не только сладкими, да, но и какими-нибудь более или менее там ППшными. А у меня нет вафельницы, у меня есть только такие специальные формочки силиконовые, чтобы в духовке их выпекать. Это как бы окей, но не так удобно, как в специальной вафельнице электрической. А тут еще была такая вафельница. Мне кажется, что ей... А вышла она очень давно. Я помню, ну, лет 10, наверное, я не знаю, как-то они были очень популярны, эти Redmond. А тут еще в наборе идет для жарки тостов и насадки для гриля. Получается 3 вида насадок. Я думаю, закажу, потому что у нас тоже нет тостерницы, вернее, она есть, но она просто жарит хлеб, то есть там бутерброд не сделаешь. А та, которая делает бутерброды, у нас сломалась, наверное, лет 5 назад, и мы как-то, мы редко пользуемся. Но знаете, когда идет вместе с вафельницей, думаю, пускай будет. Так что сегодня буду жарить вафли. Сама еще ничего не смотрела, здесь еще идет такая книжечка с рецептами. Что на ужин у нас будут сладкие вафли или бутерброды, потому что я заказала хлеб для тостов. Я не люблю бутерброды, но мой муж... Понятное дело, что это не основное блюдо, но побаловаться, короче, будем баловаться сегодня. Не знаю насчет хорошая она или плохая, как вы знаете, не часто нужен такой агрегат, но иногда... И здорово, что их можно еще снять, эти штучки, и помыть. Это очень удобно. И тут всего 40 панелей. Вот я, кстати, бы купила какие-нибудь орешки, если бывают орешки. Знаете, такие штучки? Вот так это выглядит. Я думаю, что вы все знаете. Когда-то они были так безумно популярны. Раз это было в интернет-магазине продуктовом, то я взяла, потому что заказывать где-то, знаете, ходить. А только я посмотрела, по-моему, у них нормальная цена. Ну, именно в Е-доставке. И привезли за 30 минут, как бы. Вот, так что здесь получается сразу 3 насадочки и гриль. Ну, на одного человека, я думаю, что, например, я вот люблю красную рыбку, можно попробовать, вдруг ничего. Но сегодня буду делать вафли. А еще, кстати, я сейчас попробую себе куриное филе поджарить, как будет вкусно или нет. Думаю, что нормально. Сейчас буду сразу
пробовать, изучать, как это работает. Продуктов ничего особенного. Мята, я люблю чаек или просто с водой. Здесь у меня сливочное масло. Боже, в большом отдельном пакете, потому что, чтобы не разморозилось, они там лед кладут. Апельсины. Я очень люблю фрукты, овощи, мы с мужем едим их каждый день. И апельсины я люблю делать и чай просто вместо чипсов на вечер, грубо говоря. Вот, купила сразу тостовый хлеб. Вечером Саше сделаю бутерброды, ну или завтра утром. Гранат. Я что вчера в магазине купила гранат. Сейчас, наверное, их сезон или что, такой вкусный был. Я, в общем, вечером быстренько его съела. И так мне захотелось сока. Персиковый. Очень его люблю, рич. Так, дальше, девочки, просто колбаса. Я ела колбасу. Вот знаете, я прям думала, сколько лет. Ну, наверное, не 10 назад, может быть, 8, 7. Короче, очень давно. У меня никогда такого не было, чтобы я любила колбасу. Я не люблю колбасу. Но чтобы сделать Саше бутерброд, знаете, как в детстве с сыром. У меня просто, в принципе, вот такая вот штука. Бутербродница. У меня это ассоциация из детства. Я помню, мама делала... Я просто не любила колбасу, и там с ветчиной, сыром я такое не любила. А я делала себе с сахаром. Мне было так вкусно. Вот, но сделаю, в общем, Саше, может быть, на завтрак. Завтра, знаете, такое баловство. Иногда вот прям очень хочется. Вообще, из всего такого вот колбасного, что я могу съесть и что я даже люблю, это единственные такие вот сосиски-мишутки. Вот, кстати, я бы себе сделала такой бутерброд, но я не люблю с сыром, я бы сделала себе просто хлебушек и вот эти вот сосиски-мишутки. Я вставлю картинку. Вот я очень люблю эти сосиски запечь. Вот знаете, когда хочется что-то такое съесть, я их запекаю в духовке и вместе с какой-нибудь просто пастой, мне невероятно вкусно. Но я никакой кетчуп, я это не люблю, не ем. Так что у меня просто там две эти маленькие мишутки, и для меня это просто невероятно вкусно. Ну вот колбасу. Я помню, в детстве мы с Катажинкой, моей сестрой, любили жареную колбасу, знаете, нарезать на такие вот маленькие квадратики. У нас даже было какое-то название для этого блюда, знаете, такое жареное, прям черное. Вот мы с ней, прям загоревшая эта колбаса. Мы с ней так любили. У меня яйца и сгущенку. Я решила попробовать вафли со сгущенкой. Гулять так гулять, знаете. И сыр. Я постоянно беру такой сыр. Тоже в какие-то салаты, в яичницу для мужа добавляю. Там он любит просто пасту тоже добавить. Сделала уборку дома. Чистота, красота. Так приятно пахнет. Так что сейчас буду разгребать эти завалы. И несмотря на то, что сейчас 16:40, я еще не обедала. Ну и чтобы проверить, как работает эта штука, наверное, сейчас себе сделаю вот эту вот курочку на гриле. Кстати, может, и овощи можно в ней пожарить. Ну, я не знаю, насколько она вообще для таких целей. Я все-таки вафельницу покупала, но проверю. Вот, а уже вечером приготовлю вафли. Заказала вафельницу, жарю себе курицу. Я, кстати, думала над покупкой гриля. Если будет вкусно, и посмотрим, насколько часто мы будем этим пользоваться. Ну вот, например, когда я одна дома, для меня это, конечно, очень удобно, потому что очень быстро с двух сторон. Так что, возможно, нам нужен и гриль. Я в этом своем листе. Не знаю, как понять, когда она будет готова. О, еще точно нет. Я очень люблю филе куриное вот в этом листе от Маги. Для меня это прям очень вкусно и очень быстро. Я потому что, в принципе, от курицы ем только филе куриное. Больше ни в какой вариации я его особо не люблю. Жду, пока жарится моя курочка. У меня тут на заднем фоне лампа. Я так не люблю лампу, но без нее такая темнота. Просто невозможно работать, ничего снимать. Поэтому, к сожалению, таскаю ее с собой тоже. Вот я, кстати, тоже подумала, бутерброды. Почему я заказала эту колбасу дурацкую, вредную? Просто это, знаете, такое воспоминание из детства. Я точно не люблю ее, не буду есть, но мой муж с удовольствием съест. Ну, можно же сделать, наверное, такие же бутерброды с другим хлебом, цельнозерновым каким-нибудь, да, и, не знаю, с курицей, допустим, поэтому не обязательно ассоциировать вот эти вот детские свои воспоминания только с чем-то вредным, но сейчас это тоже такой вкус детства. Поэтому... Может быть, с сахарком сделать. Знаете, как купил просто и хочется использовать, попробовать сразу все. Но на ужин точно будут вафли. Сладкие, обязательно. Цветочек спит. Боже, у меня на камере так светло. Такой обман, девочки, вы бы знали. Ну что, вот он мой красивый обед. Пропишу, вкусно или нет, но думаю, что
Да. Поэтому у меня просто такой, я покупаю стейки куриные, они тоненькие, поэтому прям полосочек почти не видно, потому что он такой тоненький, просто невозможно, чтобы эта вафельница, господи, ну этот агрегат его сжал. Вот, я думаю, что если просто взять обычное филе, то будут эти полосочки. Тут они как бы тоже есть, видите, но не явно видно. Так что вот, приятного мне аппетита. Я со своей красивой салфеточкой. Сок. Буду пробовать. Пришла в ванную, сейчас у Бонечки будут водные процедурки. День тот же, я просто переоделась, это нормально, не обращайте внимания. Понравился мне этот гриль, если честно, вообще на него не рассчитывала. Просто такая, знаете, дополнительная опция у этой вафельницы. Вообще супер, обалденная курица получилась, такая сочная, очень вкусная. Отличается от сковородки, хотя на сковородке все то же самое, как будто бы, да, без масла и в этом листе. Но прям обалденно. Попробую еще с рыбой. Посмотрим, как буду часто пользоваться. Особенно, когда ты для себя одной это готовишь по-быстрому, то вообще супер. Ну что? Дорогие мои любимые девочки, карта дня или карта на следующую неделю. Как обычно, нам попадаются только самые лучшие карты. Каждый из вас сам для себя ее расшифровывает, но я вам прочитаю подсказочку из руководства. Это маг-карта ассоциативная, то есть вы сами придумываете ассоциации. Можно использовать как подсказку на день, на неделю или задать какой-то вопрос. Что ждет меня и моих любимых девочек на следующей неделе? Вот эту хочу. Так, вы видите первую. Я еще не вижу толком, но кажется, это такое что-то очень нежное и солнечная. Так и есть. Очень-очень уютно, правда? Посмотрите. Самые приятные ассоциации. У меня как раз сейчас муж возвращается домой. Наверное, через часа 2 уже точно будет дома. Я надеюсь, закончу с делами, и мы тоже вот так будем обниматься. У меня сразу про мужа, знаете. Так, номер 8. Что нам книжечка подсказывает? Безопасность. Ну вот так и есть. Погрузись в атмосферу непоколебимого спокойствия. С его помощью ты сможешь призвать силу тихой уверенности, которая исходит из самых глубин твоего существа. Эта карта символизирует не только физическое укрытие, но и эмоциональное убежище, где твои страхи и тревоги утихают. И здесь ты обретаешь покой и мягко восстанавливаешься после жизненных бурь. Эта карта призывает тебя окружить себя энергией, которая подпитывает твой дух, напоминая, что ты сам являешься источником своего умиротворения и гармонии. Эта карта направляет тебя к пониманию, что истинное убежище находится внутри тебя и предлагает пути для его укрепления и восстановления, чтобы ты мог двигаться вперед с чувством полной защищенности и целостности. Как обычно, просто прекрасная карта. Мы с вами, дорогие, не вытягиваем, поэтому забирайте себе все самое лучшее. А я пойду купать свою белую собачку и потом пойду готовить вафли. Попрощаюсь с вами заранее, но потом последним кадром покажу, что у меня получилось, и пропишу, вкусно ли. Уверена, что да. Как обычно, желаю вам самой прекрасной, самой лучшей недели. Пусть у вас обязательно произойдет что-то очень хорошее. И увидимся совсем скоро. Пока-пока. Так, не самый эстетичный кадр. Я тут ем гранат, жарю вафли. Вот, я уже попробовала. Прям прекрасно. Очень вкусные. Я взяла обычный рецепт из интернета. В общем, вафельницей довольно удачно я заказала продукты. Заодно купила вафельницу. Меня тут будет много, поэтому вот такой у меня вечер. Уже завтра на завтрак оставлю их.